Считанные минуты остались до начала моего путешествия в Питер. Питер и так не славится теплой погодой, а я туда собралась в марте. Маршрут составлен, вещи собраны, я в предвкушении. В общем, скоро узнаем, что из этого выйдет. Также я думаю, что материала будет много, поэтому будет несколько частей, так что готовьте чай, вкусняшки, берите своих любимых котиков к просмотру, и мы начинаем. Всем привет! Или лучше сказать добрый день, дамы и господа! Мы в Питере! Город всех русских царей, начиная с Петра I. На протяжении 2 столетий официальная столица российского государства. Город дворцов, площадей и знаменитого Невского проспекта. И все это и даже больше мы с вами увидим в ближайшее время. Так, какие у тебя эмоции от Питера? Холодно, красиво, люди милые. Ой, хорошее начало. Прекрасно. Наше знакомство с Питером началось с еды. Замерзшие и уставшие после дороги, мы забежали в первое открытое место и заказали суп. Забавно, дома его есть не хотелось, но в путешествии это был самый идеальный вариант. Подкрепившись, мы отправились утолять жажду открытий. На пути к центру мы встретили интересную церковь с голубыми куполами. Позже нам даже удалось попасть внутрь на служение. У каждого Питер свой. В нем столько таинственного, сказочного, ты просто хочешь идти по улицам, рассматривая дома, и ни один не похож друг на друга, и у каждого дома своя история, свой талисман. Идешь и вдыхаешь питерский умиротворенный воздух, и никуда не хочется спешить, пусть все идет своим чередом. Питер – это настоящий музей под открытым небом с 300-летней историей. По количеству архитектурных шедевров и музеев Питер занимает первое место в России и далеко не последнее во всем мире. Это свыше 200 музеев. Сколько памятников в Санкт-Петербурге трудно сосчитать. Точно больше 5830. Только Петру Первому их 20. Так что приезжайте, будем считать не ворон, а памятники. Даже улицы этого уникального города являются значимыми историческими ценностями. Как вы видите по небу, Питер встретил нас красиво, и с погодой нам повезло. Конечно, чувствовался мороз в начале марта, но это совсем не мешало наслаждаться городом и прогуливаться по нему. Вообще в Питере мы использовали разный транспорт для перемещения, автобус, метро, такси. Все очень удобно и относительно недорого. Например, такси в разы дешевле, чем в Минске, что нас очень удивило. Питер, конечно, поражает своей историей и красотой. Периодически возникало желание выпрыгнуть из транспорта, чтобы остановиться и рассмотреть все сблизи. А вот тут мы как раз и выпрыгнули. Если случайно заснуть в автобусе, а потом открыть глаза, можно подумать, что с вами произошла история, как в фильме «Ирония судьбы», и вы очутились в Москве. Но не тут-то было, вы все еще в Питере, а перед вами храм Спаса на Крови. Высота храма 81 метр. Это число символизирует год гибели царя. Храм построен на месте убийства царя Александра II. Место трагедии стало место паломничества. Желание увековечить память о погибшем царе-освободителе охватило все слои населения, включая самое беднейшее. А далее мы в очередной раз убедились, что Санкт-Петербург называют Северной Венецией не просто так. Город стоит на воде. Мы были тут в марте, и я очень боялась, что город может быть слишком серый зимой, и лучше приезжать, когда потеплеет.
Но вы только посмотрите на это небо, на эту красоту, на замерзшую реку, которая отражает в себе лучи солнца. Мне даже понадобились солнечные очки. Так что если раздумываете, ехать или нет, однозначно ехать. Питер красив в любое время года, и каждому он открывается со своей стороны. Так, нажимаем кнопку, надеюсь, нажала. Должен загореться зеленый свет. Слушай, ну я нажала. Теперь за нами. Не могу понять, я же нажала еще раз. Короче, не знаю, я жму. Может, надо рукой касаться? Нет. Заморозилась кнопка. Мы так и останемся тут. А вот и нет. Светофор наконец-то позволил нетерпеливым пешеходам добраться до цели и увидеть крейсер «Аврора» своими глазами. Эх, что тебе снится, крейсер «Аврора»? Итак, крейсер «Аврора» — легендарный военный корабль, пришвартованный у берегов Петроградской набережной. А дальше я вставлю заставку. Традиция давать имена крупным кораблям началась с Петра I. И вот Николай II читал длинный список имен, крейсер мог стать Балканом, Психеей, но царь дочитал до конца и выбрал последнее имя в списке – Аврора. Фанат, хозяин стадиона. Итак, «Зенит-арена», передаем привет Боярскому и всем фанатам. Я тут посчитала, что фанат — хозяин арены, так что хозяева, когда следующий матч? Да, Санкт-Петербург – капризный город, словно ветреная избалованная красавица, которая сначала дарит улыбки, а потом ускользает, скрывшись в пестрой толпе. Сегодня она мила и игрива, а уже завтра на что-то обижена. Не угадаешь, не поймешь и не застрахуешься от неожиданных перемен настроения. Это реально. Ой, она даже рисуется. А тут, вот видишь, рисунки даже есть. Это какой-то... это гараж сейл. Санкт-Петербург, или лучше сказать Санкт-Ветербург, встретил нас отличной, но морозной и ветреной погодой. Конечно же, это не остановило нас от поездки в Севкабель-порт, где мы посетили масштабную городскую ярмарку Гараж Сейл, посмотрели на много интересных и необычных вещей и, конечно же, увидели Финский залив своими глазами. Даже зимой это потрясает. Также тут расположен каток. Я покажу его чуть позже. Это называется «Что вы видите?» Улыбку, лицо, сердечко, скелет. Очень по-питерски каток у Финского залива. Пойдемте посмотрим. Так, тут уже, в принципе, каток, чтобы дойти до катка. Сеанс завершается через 15 минут. Какая красота! Довольные, уставшие и замерзшие, мы едем греться в отель. Проезжаем мост, с которого открывается вид на Исаакиевский собор, посещение которого у нас еще в планах. Вообще в Питере огромное количество мостов от мала до велика, около 800, в том числе 218 пешеходных. Итак, лакшери номер с лакшери видом на Неву. С видом на Фонтанку. Питер погрустнел. Да. Точнее, он взял обратно свой натуральный облик. Поменялось настроение. Да. Немножечко взгрустнулась. Зеленый. Конечно же, в номере нам не сиделось, так что немного отдохнув и захватив ярко-красный зонт, мы отправились покорять Питер. В этот раз мы выбрали метро. Метро появилось в Питере в 1955 году. Петербургский метрополитен – самый глубокий и один из самых красивых по оформлению станций в мире. По пассажиропотоку, если говорить о Европе, уступает только Москве, Парижу и Лондону, а в мире занимает 19 место.
Мы же направляемся прямиком на Невский проспект, что в 2 станциях от нашего отеля. А мы в масках. А я в маске. Летящей походкой. Ты вышла из мая. Вышли Из метро. Очень видно. Май. Да, а ведь утром была солнечная с голубым небом погода. Вот уж правда говорят, погода на сегодня Питер. И этим все сказано. Вот сейчас можно увидеть настоящий, мне кажется, Петербург с его погодой, которым он является уже большую часть времени в году. Мы подошли к Казанскому собору. Днем здесь назначают встречи влюбленные, прогуливаются семьи, играют музыканты, в хорошую погоду. Будучи построенным в стиле ампир, это один из самых крупных храмов Санкт-Петербурга, посвященный чудотворной иконе Божьей Матери Казанской, возможно, самой почитаемой иконе в России. А мы дошли до Банковского моста на канале Грибоедова. Его охраняют 4 черных грифона с позолоченными крыльями. Мост был построен в 1826 году. Интересно, что по замыслу скульптора грифоны на самом деле являются крылатыми львами. Вот такие витрины красивые. Мимоза. 8 марта. Да. Вот это. Улица Горохова. Собственной персоной. Это Невский? Это Гороховая улица. Ясно. С балкончиком. А у нас красный зонт. От снега. Сегодня днем снега еще не было. Сейчас сумерки, и вот уже сколько снега лежит. Далее покажу вам вечерний Питер. Уже начали включаться огни. Можете видеть дальше Исаакиевский собор. Туда мы еще хотим дойти. А прямо напротив Мариинский театр. Красота. А это знаменитый Исаакиевский собор в Питере. Буря мглой, небо кроет. А мы мерзнем в Питере. Да, я пока еще не замерзла, но просто в лицо, Ну, просто в лицо, в лицо. просто зонтик бедный изгибается, как... Вход в Газпром. Прошу. И машина. Мировое имя. Анна Мария. Ну а домой мы добирались на такси, чтобы на следующий день продолжить наши приключения. А ждет нас еще очень много всего интересного. Так что смотрите следующие части и давайте путешествовать вместе.